Всем добрый вечер. Мы приехали в Ашират, в Каноте. И причина, Сейчас почему... посмотрите на собрание досов, как это выглядит. Смотрим дальше на... Нарния. Зазеркалье, как выглядит. Где собираются те самые религиозные заговорщики и покупают продукцию дешевле. Покажи, вот типичная вещь, которая многих удивляет. Тут вводится номер Тудадзута. Это махшеф или компьютер, или как его назвать. Ну, в общем, устройство, через которое пробиваешь продукцию. Мы сейчас отсканировали нашу тележку. Вот, как это выглядит. Ну, мы уже пользуемся на иврите, но, в принципе, всегда есть интернациональная версия на английском языке. Сканируешь продукцию, у тебя по итогу здесь будет весь список того, что ты просканировал. Потом в конце покажем, как выглядит баскет сам. Это вначале мы сейчас находимся, выглядит как магазин-склад. Они тут постоянно меняют товары. Вот вам, смотрите, это просто великое кощунство. Вот это вот Blue Label. Смотрите, в какой атмосфере он продается. Вот, пожалуйста, этот склад. Как тебе Blue Label? Отлично, мне всех больше нравится, когда Чего здесь продают Tommy 18-летний? Hilfiger просто так накиданный. Да, Макалан, пожалуйста, вам. Дон Пулио, это, по-моему, текила, да. Пожалуйста, вам. Black Label, весь duty free тут собран. Ой, тут сегодня аншлаг. Вот килограмм сыра мы возьмем сейчас за 30 шекелей. Это авторская продукция Аширада, и он, кстати, вкусный, правда вкусный. По ценам. Масло надо оливковое? Масло оливковое надо. Вот масло оливковое ради интереса, вот 20 шекелей. 20 шекелей стоит масло оливковое. Моцарелла 9,90. Вообще неплохо. Да, оно того стоит. Вот так вот мы пробиваем продукты каждый. И кладем в тележку. Вот тут вот ананасы за 14,90. Тут прям есть Бейт Кнессет в самом Ашираде. Ну, давай покажу. Давай. Ну, вот Слегка. как в целом выглядит Бейт Кнессет. Синагога на русском языке в Ашираде. Смотрим дальше на ассортимент и цены. То есть, пожалуйста, лимоны. Виноград я такой уже брала, он у нас есть. Кстати, вот сравнение. Я брала виноград за 35,90 в Carrefour, тут он 20... я брала 35,90, тут 29,90. Цены на мандарины 2,90. И мандарины отличного качества. Ну, сейчас как раз сезон. Две коробки черри за 16 шекелей. Кстати, наконец-то тут начали продаваться нормальные огурцы. Эти, в принципе, хорошие. И по стоимости они 6. Они как кабачки по размеру. Баклажаны продаются за 5,90. Морковка за 3,90. Перцы красивые 8,90. Даже 7,90. А в овощах тут немножко другая система. Нужно набрать их, потом взвесить и наклеить ценник, который потом пробиваешь в аппарате. Вначале помню, когда только Алию сделали, Ну-ка. у нас была постоянная история с нахождением продуктов Подожди, на повтори. самом махшеве, на компьютере на этом. Вот так сейчас пробиваем мы овощи. То есть, допустим, вот бацаль, тут вылазит ценничек, и мы его сюда помещаем.
В основном в Ашираде имеет смысл закупаться, Ну, он на Costco американский похож. да, ну или в русском варианте, в российском это как метро. То есть тут закупаются в основном большие семьи, действительно соблюдающих очень много, потому что все продукты в Ашираде кошерные, со строгим уровнем кашрута, то есть как бадац. То есть тут можно брать что угодно, несмотря на этикетки. Но, как вы можете заметить, по контингенту тут очень много и несоблюдающих, просто светских людей. Есть такой лайфхак в Ашираде. Если вы готовитесь к шаббату и вы не успеваете сделать халу, то вот, пожалуйста, можно купить замороженные халы, выставить их, и тесто поднимется, и у вас будет домашний хлеб хоть на каждый день, хоть на шаббат. То есть тут есть разные виды. Очень удобно. Так, давай сейчас купим рыбы. Вот по рыбе мне тут очень нравится. Тут это шаве кесов. Мы берем лаврак, это аналог нашего дорада, а еще мы берем тунец красный для того, чтобы его можно было жарить, то есть стейки тунца. То есть это филе тунца стоит 79,90, даже дороже, чем лосось. Есть и аналоги, вот, например, есть тунец похуже качества, начинается от 30 шекелей тунец. Мы по 80 берем. Мы берем по 80, но это чтобы прям это было хорошее стейковое мясо. Покажи. Ну, красного цвета. Да. И это в основном для варки используют. Красное для того, чтобы стейки прям готовить. Минтай. Есть как морской окунь, как принцесса Нила. То есть мы берем чаще всего, если окунь, то вот такой. И он стоит 67,90 за килограмм. Лосось. Лосось есть за 89,90. А есть вот такие дилы, то есть таких цен вообще вы нигде не увидите. 59,90 за лосось, но это если ты берешь минимум 3 килограмма. Я думаю, нам как раз нужно взять лосось, и пусть он у нас лежит. Что думаешь? Да, 3 килограмма. Мясо, смотрите, тоже 49,90, хорошее мясо. Уточняю то, что Ашират хорош для больших семей. То есть, когда вы особенно там для праздников тоже закупаетесь. То есть, если вы закупаетесь на Новый год, то вообще имеет смысл заехать в Ашират. Вы сэкономите как минимум 20-30% точно сэкономите. Рыба взвешивается также. То есть, вы берете, взвешиваете ее. Из интересного. Тут написан ценник 257. Так. Ты его пробиваешь, он тебя 220 выдает. Осторожненько. Сейчас я наведу. Вот так вот. А там было сколько, когда первый раз пробил? 257. Угу. Ну, типа 60 шекелей, там, 40 экономия. По-моему, неплохо. Так как у нас 2 праздника, получается, идут подряд, Шавуот у и нас шаббат. будет сейчас Швот, и сразу после этого заходит Шаббат. Мы для этого делаем руф тавшилин, разделение. И для этого нам надо будет также использовать суточные свечи. Мы с помощью переноса огня как раз и будем зажигать тогда, ну, ты будешь зажигать шаббатные свечи. Там есть небольшая разница в этом плане в порядке зажигания. Ну, это наши всякие заморочки. Да. Это там. То есть, чем еще хороший Ашират, тут вообще все есть в плане иудаики, то есть шаббатные свечи, масло, если кто-то свечи на масле использует. Так, ну, жена отошла с Голдой. Давайте сейчас пока сходим. Да. Аравит.
так выглядят весы для рыбы. Вот так люди взвешивают, пробивают, и выходит специальный штрих-код, который пробивается. Так, соки, пожалуйста, 2 за 9 шекелей, но это не натуральные соки, естественно. Напитки, там 35 шекелей за 2 баклажки колы. Вон колы, сколько их тут? 6 по 6, 46,90 стоит. В обычном магазине, наверное, будет одна бутылка стоить шекелей 11. Да? Думаю, где-то Ну, так. как я и говорю, в Ашираде скидка где-то 20-30% на Ну, это продуктовую набегает. корзину. Вообще, Ашират обладает очень обширным ассортиментом. Мы недавно ездили еще в один магазин, называется там Меа, что-то там. что-то такое. И там очень ограниченный ассортимент, хотя он тоже для соблюдающих. То есть Но он только один, по-моему. он только один, и вначале сделали такую супер маркетинговую программу, что типа там мясо стоит, может, Я 3 недавно с килограмма. работы Нисим ездил, Да? опять он там рядом живет. Говорил, опять есть акции. Ну, я не знаю, Как он это бухарские там как-то угадывают для себя. Хумус изредка берем, ну, так, тоже, чисто побаловаться. Словно тут ценник будет 8 шекелей, ну, обычно 10 где-то это стоит. Жена постоянно любит туну брать, тунец. У него где-то средний ценник за 2 пачки 50 шекелей. Мы берем мелофифон. Это соленые огурцы просто в банках. Ну, условно, за 2 штучки 11 шекелей. С молоком постоянная засада. Его раскупают. Вот сейчас новая компания нас завозит. Так, я хочу взять вкусные конфетки. Нас пригласили на шаббат, и с нас парвый десерт. Сейчас мы возьмем этот парвый десерт. Я в прошлый раз его брала. Вот такие вот вкусные конфетки. Правильно, они парвы. Сейчас мы пройдем по молочному отделу. Цены на продукты тут гораздо дешевле, чем в обычных супермаркетах. И вот по молочке очень большой выбор. Тут, как всегда, аншлаг. Вон, можно посмотреть, как закупаются люди. У всех полные тележки. Вау. Филадельфия вообще стоит 7,90. Длина Филадельфия. Вон за 3 штуки можно за 7,90 ее вообще купить. Так она стоит 15 шекелей. В общем, из интересного в Ашираде можно купить еще и технику. Бу-бу. Смотрим, пожалуйста, хотите пылесос за 150 шекелей, хотите бойлеры, пожалуйста, вам телевизоры за 1200. Ого. Вон, плазма 65 дюймов, 1800 Samsung. Просто валяется. Все нормально. Тут туалетная бумага, различные для дома девайсы. Пожалуйста, блендеры, Godline. Хотите, вон плойка за 59 шекелей. И есть детские товары. Достаточно по выгодным ценам детские смеси. В среднем они стоят по 60-70 в аптеках. Тут, вот, как видите, по 50 шекелей. Памперсы есть за 55, вон 2 штуки. Нам сколько надо? Мы берем Хаггис, таких 2. И цена на Хаггис тут 31,90. Ну, это одна из самых выгодных цен на рынке. Она тут стабильная такая. Есть вон памперсы по 29. Что еще можно тут купить? Носки, всякие майки. Цицит, если кому-то интересно, тоже цены на них очень выгодные, гораздо выгоднее, чем в Мишкан-Тхелете или в Бней-Браке. Пожалуйста, кипы можно купить. Если кому-то нужно как сувенир, тоже, считаю, 25 шекелей за хорошие кипы. Тоже хорошая цена. Пожалуйста, детские игрушки, монополии. Игры, кстати, тоже хорошие. Сладости.
тут вы не найдете никакой продукции Nestlé, так как она халав нухри, то что это недостаточный уровень кашрута. То есть вот ассортимент по сладостям вы тут можете посмотреть. Вот такие вещи вы знаете, есть в любых магазинах. По ценам тоже можете сравнить, 1028. Есть швейцарский шоколад. Вот мы его очень любим. Соленый с карамелью. Он стоит 15,90. И он высокого кашрута. Так, еще вот интересная вещь. Тут есть чай на русском языке. Стоит всего 8,80, и он отличный. То есть гораздо лучше, чем вот этот помпадур, который плохо заваривается. И вот Высоцкий вообще очень плохо заваривается. В Израиле с чаем просто беда. Они тут не привыкли пить чай. А мы себе набираем. Тут русский, это какая-то женщина, и, по-моему, из Нарии его тут делает. Лесные ягоды. Вот, пожалуйста, мед, варенье. Вот сейчас мы допробивали все наши товары. Вот Это сейчас сейчас наша полная корзина. Это как мы обычно пользуемся. То есть она на иврите у нас. Да, то есть вы заходите сюда. Что мы сейчас будем Там. делать? Он как бы пишет итоговую сумму. Мы на 1200 набрали. Да. Сейчас покажу на английском, как это будет выглядеть. Так, нам нужно людей пропустить. На английском, по сути, разница будет небольшая. Ну да. И мы смотрим то, что это наша финальная корзина. Так. И тут можно посмотреть все товары. То есть вниз пролистываешь, если нужно что-то убираешь, но тогда и из корзинки нужно убрать. Очень важный момент. Обязательно все пробивать. Иначе потом будет тяжко. Сейчас вы увидите, какой трэш происходит на кассах и как вообще происходит система. Мы считаем, что это очень продвинутая история. Мы за это как бы и любим Ашера, то что тут не нужно выкидывать все на ленту, потом все собирать в пакеты. Все очень даже просто и утилитарно. То есть вот это вот кассы. Тут, конечно, такое столпотворение. Это что-то с чем-то сегодня. Ну, праздник, как представьте, вот под а-ля Новый год, или лучше сравнить с 8 марта и 23 февраля. Вот ваш как бы закуп. Смотрите, как это все происходит. Люди ставят тележку на весы. Тут так нормально закупается. Тут, я думаю, еще очень многие розничные магазины закупают. Ой, очень большая проблема, если кто-то что-то недопробил. Вот сейчас мы ставим нашу тележку, наша вторая касса, и вот сейчас пробиваем, смотрим то, что наша тележка стоит на весах и пробивается штрих-код. Пожалуйста. Так, пакеты нам не нужны. Все, мы пробили все товары. И следующим шагом мы оплачиваем вот там вот в терминалах, до которых еще нужно добраться. Очень важное указание: не ездить в Ашерат по вечерам. Лучше ездить днем. Тут не будет никого и будет очень удобно. А то сейчас мы рискуем, что ребенка может задавить. Так, смотрим, что мы делаем на кассах. То есть мы вставляем в терминал и оплачиваем. И ставим обратно штучку. Все, покупка совершена. Вот так сейчас у нас все пробьется. И выйдет чек. И все. Пожалуйста. Это наш закуп на 1,5-2 недели. Да. Сейчас мы выезжаем, нас выпустят, и никакой ленты, никаких проблем. Да. Шаббат шалом, вихаг самех. Оп. Туда. Шаббат шалом. Хаг самех. Это у меня по телевизору, да? Это будет, да, в Ютубе. YouTube. Так, в общем, вот так вот мы сходили. Обратите внимание, сколько тут стоит техники. В общем, если вам что-то нужно закупить для дома,
проверьте обязательно Ашират. Тут реально цены порой в 2 раза дешевле. То есть можно купить стиральную машину за 400-500 шекелей, холодильник шекелей за 800-900, в то время как в магазине вы заплатите за них по 3 тысячи. Вот. Помню интересную историю. Когда мы сидели за шаббатным столом, я уже рассказывала, у нас один знакомый сказал то, что не ходил ранее в Ашират, и тут вдруг туда как сходил, и говорит, я закупился в Ашират, и теперь я очень рад, потому что реально он заплатил на 30, а порой иногда и 40% дешевле. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. Ну, давай, в общем, говори. В общем, приехали мы домой, разобрали продукты, и сейчас подведем итог нашей поездки, нашего закупа. Во-первых, хочется сказать то, что, как вы уже увидели, в магазине вполне дружелюбная атмосфера, и вот эти вот стигмы по поводу, что Ашират — это место только для соблюдающих, там есть дресс-код, на тебя все будут косо смотреть, если ты придешь в шортах. Ну, вы сами видели, что это абсолютно не так. То есть могу сказать такую историю, что вот почему мы вообще пришли к этому видео. Вот где-то 7 человек из 10, если это не соблюдающие люди, они чаще всего скажут, что в Ашират они даже не заходили, они туда боятся заходить. И поэтому хочется дать дружеский такой совет, почему мы вообще во-первых, считаем, что это абсолютно неправда, никто там тебя судить не будет, а во-вторых, Ашират — это место, куда все приезжают экономить, и никому не важно, ты в кипе, без кипы, в джинсах или в... Досы вас не съедят, Да. не переживайте по этому поводу. Да, и вот насчет экономии, тут очень правильно стоит подметить. Что надо сказать по поводу экономии, калкалы в целом? Мы пришли к Ашираду не сразу, когда мы только сделали алию. Естественно, были закупы у дома, потом был Рами Леви и подобные этим сеткам магазины. И каждый раз ты чувствуешь какую-то переплату. В конце концов, мы все-таки добрались до Аширада и увидели то, что там мы можем закрыть основные свои потребности в бакалее и вещах длительного хранения. И это самая важная часть. Какие-то дополнительные вещи, там, в виде свежих овощей и прочих вещей, мы дополнительно заказываем где-то раз в неделю, шекелей также, наверное, на 300-500 из местных кибуцев. Плюс-минус это как-то выглядит так. То есть, наверное, в районе 1700-2000 шекелей мы тратим на 2 недели, я думаю, в закупе. Ну, допустим, вилка 1500-2000, то есть где-то так. То есть благодаря тому, что мы всю заморозку покупаем большими объемами, то есть, как уже муж сказал, то, что консервы, вот, и то, что должно быть свежим, мы просто докупаем по мере необходимости. Ну... Вот, говоря по поводу цифр, если вы закупаетесь в Карифуре или Шуферсале, это переплата где-то на 20%. Если вы закупаетесь в некошерных сетках, допустим, как в Тифтаме, то есть, знаете, вы там доплачиваете за то, что магазин открыт в шаббат. Да, это не дает экономия магазину, на самом деле, в установлении цен. Следовательно, вы думаете, что он там что-то подешевле он будет продавать. Он, наоборот, вам еще накинет к ценнику, так скажем, налог на работу в шаббат. Да, и вы переплатите там 50%. А если вы привыкли забегать по вечерам, там, докупить продукты каждый день там по чуть-чуть в AMPM, допустим, это X2. Это X2. И вот вот в том и причина, почему очень у многих не складывается калькуляция. То есть посчитайте, если вы будете тратить примерно как мы, то в месяц вы можете укладываться спокойно в 4,5 тысячи на семью, и при этом у вас будут качественные, хорошие продукты, там рыба, как мы, собственно, Опять же, это показывали. семья из 2 взрослых и 1 ребенка. Да, то есть вот так все очень просто. Так что всего вам доброго,
Если вы знаете, где можно как-то организовать и более экономно, мы будем рады прочитать об этом в комментариях. Да, мы за, чтобы было выгоднее. Ну, вы же понимаете, о чем мы.